как опасно, ребята! О! Андрюх, ну что, готов? Да, поехали. Итак, друзья, мы приехали на 105. Сегодня у нас такой двойной рейд. Сначала на М2, теперь на 105 мы держим обочину. Здесь есть пробочка, и бедрилочки уже вылезают. Вот видите, поехал один. Но он все понял и встраивается обратно. Что ж, правильное решение, молодец. Молодец. Смотрим дальше. Едет бедрила, но какой-то он не очень уверенный в себе. Или он замышляет коварный план объехать четверку по кювету, может быть. Давайте посмотрим. Таксист включил аварийки, и значит, что мы должны его пропустить, естественно. Потому что ему очень надо, да, быстрее, чем нам всем. Но что-то мне подсказывает, что так не получится. На 105, как мы с вами помним, встречали двух интересных молодых людей, которые хотели что-то там доказать, показать, рассказать, но вынуждены были уехать. Плюс таксист, который бортанул одного из наших активистов. Так, это пристегнут вообще? Там нет, сидит Барянов. Мне кажется, да, пристегнут. Таксист объезжает нас. Таксист объезжает. Ой, вон он сзади желтый. Ну, он ничего не говорит. А что тут скажешь? Все понятно. Вот. Сзади бедрилочки стоят. Ну, пусть стоят. Надо сказать парням, чтобы мы шли вровень. Давайте в параллель пойдем. Вы даже можете немножко чуть-чуть назад. Нет, нельзя назад, потому что если они на широкую пойдут, тогда ты не сможешь уже. Я наоборот как раз таки смогу. Я контролирую ситуацию, и вы, когда уйдете, я за вами тут же. Сергей Барянов почему-то сомневается в том, что я это смогу сделать. Имеет право он все-таки. Сами понимаете. Там второй, смотрите, идет. Угу. Они пошли по широкой, давай. Широкую на широкую делайте. Ох, БМВ, что творит? Что творит? И к нему присоединяется еще один какой-то чувак на какой-то странной машине, но не получится ни у того, ни у другого. Бэха перестраивается в ряд. Прекрасное решение, молодец. Продолжай также ехать. Там сзади фары светят, да, Nissan говорит, что ты не прав, чувак, на бэхе. Несмотря на то, что у тебя бэха, так делать нельзя. И я с ним солидарен и согласен. Вот. Мы видим прекрасный экипаж четверки, движение с уважением, который держит обочину, широкую часть, узкую часть, все части. И посмотрите, какой сзади рой бедрил выстроился. И Готовься, там по широкой едет.
Я всегда готов, вы же знаете. Сказал я Сергею, и сейчас мы будем готовы уйти вправо, чтобы не допустить обочечника по кювету. Да, вот так вот стала четверка. Вот так подъехал крузак. И что же делает товарищ на Kia? Он... БМВшник снимает, извини. Да, ничего страшного, БМВшник снимает. Водитель постучал себе по голове. Что это может значить? Это значит, что голова у него чугунная, все нормально. Ему, кстати, Андрей, надо сделать замечание, чтобы он не вертикально снимал. А это, кстати, вот твоя стезя. У тебя есть оправдание, почему ты снимаешь вертикально. Я тут не готов. Сзади едет то ли скорая, то ли полицейская с мигалками. Ну хорошо, и вот сейчас будем смотреть, как обочинники будут ей мешать. Да, вот мы сейчас видим, как... Это я не вам. Мы сейчас видим, как обочинники мешают в оперативной службе проехать. БМВшник поснимал, сейчас записывает какое-то голосовое сообщение, видимо, своей тяночке, похвастаться, что вот я снял, смотри, я тоже блогер, ухожу с завода, все нормально, теперь будем жить в шоколаде. Именно так живут блогеры, которые снимают на ютубе обочечников. Это ни для кого не секрет. Но мы к ним не относимся, к сожалению, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оформляйте спонсорство. Оформляйте спонсорство и просто донатьте от души и мне, и Сергею, и Стальные Джунгли, всем. Потому что бензин, машины, все это требует, ребята. Видите, Сергей тоже недоволен, я его прекрасно понимаю, потому что, ну, сколько можно. А какова вероятность того, что БМВшник тоже блогер, и он выехал на обочину, чтобы быстрее ее поддержать? Он так торопился. И вот, значит, Минус 50%. Так. Такая вероятность. Отдавай. Попытка таксиста не увенчалась успехом. Что ж, в следующий раз попробую с кем-нибудь другим. А мы не дадим. Вот такие небольшие импровизированные стихи. Впереди мы видим автомобиль, который стоит на аварийке. Видимо, он сломался или еще что-то. Поэтому сейчас... Тут впереди на аварийке стоит, что забудь. Давай. Мы запускаем четверку, потому что она достойна все-таки. Молодец. кстати, дядечка на Мерседесе тоже снимает. Он отправляет наши данные, номера вот этой женщине, которая пробивала меня по IP. И теперь, знаете, красная IK, если кто забыл. И теперь нам, ребята, просто хана. Пробила? Текай из города. Я не знаю пока. Пока нет информации. Что делаем на расширении? Что делаем? Да ничего, что делаем? Едем как едем. Все равно там все стоят, куда торопиться. Ну, а им надо. Андрюх, давай за нами. С этой же полосы тоже прямо можно, с правой. Совершенно согласен. Поехали. Полоса. Прямо. Мы едем. Круто. Военная автоинспекция едет с мигалками. Их мы, конечно, пропустим. Потому что это... Хоть они и военные, красивые, здоровенные, но тоже люди. А вот сзади Рой Бедрил мы уже пускать не будем. Вот зачем ты едешь по обочине, а? Людей везешь, тебе не стыдно? Ему не стыдно, потому что видели бы вы его рожу, друзья. Едем дальше и там встраиваемся. Мне
предъявили почему-то мне. В смысле? Да? Ну, мне написали, вот он, типа, Что вот? вот он ехал, то есть он в наглую объехал пробку, но законно. Я говорю, ну, Это ты вообще виноват. зачем мне это писать, я не понимаю, кто я такая. Так, еще один на BMW. С красивыми синенькими фарами лазерными, похоже. Сдается мне... Там впереди, по-моему, таксист держит пробку. Красавчик. Или показалось? Показалось, друзья. Нет, он не держит. Он увидел мигалки, а потом поехал. Показалось. Немножечко сильно. Показалось. Нет, не бывает. То у нас только Ирина на такси держит. И то, и машину, по-моему, сломали сейчас. Ну, куда он? Не уезжайте далеко-то, вы куда поехали? А мы буквально до отвольничка, все нормально. Да, раньше- Зачем вы по обочине ездите? А? А что ехать надо? Ну надо, в полосе. Ну в полосе ж надо. Ехать же, говорит, надо. А вам не надо ехать? Я вообще никуда не тороплюсь. я не Человек работаю. опаздывает на другой самолет в Шереметьево, а как ехать? Надо раньше А как выезжать. ехать? Если самолет опаздывает, Аэроэкспресс. самолет опаздывает, это не Аэроэкспресс. Илья, если он на 9 месяце беременности, мы его пропустим, честно. Он в Шереметьево торопится не надо. Он на 9 месяце беременности, пропускать? Нет. Нет. Но если роды в Шереметьево принимают, то да. Ну, он сейчас это, едет везде обратно. Пускай. Парень на автомобиле Озон, да, узнал этих недоблогеров, которые вот вечно только и делают, что снимают. И очень его радует эта вся ситуация. Так. Что ж ты, фраер, делаешь-то? Он с улыбкой это сделал. Я прям видела, как он заулыбался по-доброму. Наверное. Вот такой, все, он теперь наш. Он их знает, сказал, я этих знаю. Эх. Видите, как руками машет. Яночки свои показывает, говорит, что он их знает. А у тебя две камеры видно, что нам запись? Я не думаю. Нет, не видно. Так, он понял связь нашу. И он объясняет эту связь BMW, который... Таксист по широкой, да. Это все таксист не угомонится. Эх, и эх. Не надо, не надо, не надо, не надо. Пусть едет как хочет. Вот видите, он оказался все-таки бедрилой. Ох, как опасно, ребята. Пока я вам тут шутки шутил, тут вон какие. Бабуля какая, это самая фактурная, показывает кулаком. Блин, так же инфаркт можно попадать. Я уже не знаю. Сейчас, спросите, если они на 9 месяце беременности, мы их пропустим. Да не, она, наверное, уже... Слушай, у нас тут не благотворительный фонд помощи беременным. Пусть их проблемы вообще. Не, ну представляешь, если водитель реально на 9 месяце беременности, мы готовы пропустить. 8 985 150. Ну, не надо. Очередные блогеры достали телефон, начинают... Не надо, не надо. Можно, кстати, да. Не надо. Потом наш номер будут знать, нам звонить будут. Видите, бабушка-блогер тоже снимает на телефон, потому что, ну, все понятно. Пенсия маленькая и надо помогать. Машина на аварийке стоит впереди. Впереди машина на аварийке, видите, да? Притормаживаем. Проп. А что же по обочине едете? Нехорошо по обочине едете. Что они говорят?
А что тебя не поучить-то? Как получить? Ну вот эти держат. Если ты такой нет, необразованный. Очки сняла. Знаете, сколько времени вы отнимаете у каждого водителя? Я рад. А мы нет. Говорю. Да, мы не рады, между прочим. Да. Коляныч, что, алкоголик, нормально? Тормозите. Но если выражаете, то можно... А вам вот не стыдно? Вы в возрасте уже, и вы позволяете своему вот этому вот, кто он вам является, нарушать правила дорожного движения. А тебе должно быть стыдно. А вы у нас что, в форме? Да, я в форме, да. Замечательно. Вот переоденься в форму, я Вот ты сам переоденься в форму и едь как все. А будет камеры, вы же перестроитесь. Ты что сказал? Да про какую-то форму рассказывал, не понял. Про что? Про форму. Про форму? Ну, говорит, форма мудака у меня есть, вот я в ней еду. Теперь понятно. Тем временем мы видим, как пробочка едет, да, довольно-таки уверенно. Кстати, по широкой сейчас самое милое дело идти тому, кто хочет идти по широкой. Пожалуйста, проезжайте немножко вперед. Вот посмотрите на это лицо, да. Вот быдло вырастило быдло, как я и говорю. И вот это быдло растит такое же быдло, как он. Потому что ему наплевать на вас, ему наплевать на всех остальных. Если ты не в форме, то все. Я все могу, все умею. А если был бы в форме, то что было бы? Все, язычок в одно местечко и ехал бы как все. Да, там прям видно. Перестроился, наконец-то. Кстати, давайте посмотрим, что у него за пропуск. Какой-то Так, не... внимание, сейчас фальцет там подхватит. Когда широкая наступает, вы лучше назад сдавайте. Те, кто уехал вперед, насрать на них. Хорошо. Ох, Киа, вот это жестко, конечно, он сделал. Да, это сейчас тут что-то будет, ребятулечки. Таксист. Еще и таксист. Тут. Ну ладно. Все, это все. Я-то думал. Контент на 2 рубля. Вот таксист решил проучить. Врезались? Сиди. Я испугалась, кто впереди был. А? Сбег впереди был, кого-то кто-то стукнулся где-то. Поможете стукнуть. Продолжаем наше движение победоносное. Видим, что люди нервничают. Ой, сказал, стоять нельзя ездить можно, а там остановился. Да он просто мудила. Ну, скажу так, он не грубил, он не матерился. Это уже плюс. Ну, он не матерящийся бедрила. Ну и что? Как после этого не разделять? Так, дальше, Андрюх, смотри, будет правая полоса, тоже можно будет ехать прямо, поэтому за нами устраивайся. Вот. Я в параллель с вами пойду. Параллель ты не пойдешь, потому что правая двигается быстрее. Не намного, можно идти рядышком. Смотрите. Идите рядышком, да, не торопитесь, что вы. Нами, потому что они с этой полосы тоже больше опережают. Ну так вот и едьте параллельно, и все. Не, мы едем, но сейчас мы выедем вперед. Так не надо уезжать вперед-то. Чем поехали?
он поворачивает. Молодец. Он Вот о чем я и говорил, Андрюх, надо было за нами ехать. Да не проблема, сейчас станьте там на обочине, остановитесь, я вас догоню, да и все. Да тут обочинники поджимают. Ну так не пропускайте их, остановитесь, да и все. Ну сейчас мы доедем, где там сужение будет. Все нормально, мы едем, все хорошо. А105 второй раз показывает нам всю жесть обочинников. На М2 как-то люди поспокойнее, чем я бы сказал. Обочинники, но как-то они все равно дружелюбные, что ли. Они привыкли уже. Ну, нет, мне кажется, они просто не так сильно торопятся. Они едут с дачи и торопятся. А здесь, видишь, люди с аэропорта, может быть, как-то с этим связано. Но это не точно, потому что я не знаток бедрил. У нас есть эксперт, да? А где здесь аэропорт? Ну, там дальше. Тогда он с Шереметьево, а не в Шереметьево, получается. Тогда в Нет, чем? там у нас Домодедово. Нет, он сказал, что он в Шереметьево, по-моему. Да, он Пересадочный рейс. самолет, говорит, меня оттуда. Тут, ну, причем он один ехал туда. Нет, сзади пассажир сидел. А, сидел? Сидел, да. А. В этом, Ну, нас заднее сняли. пассажирство. Так торопился, что решил еще побазарить там с людьми. Да. Да. Вот То есть, это- а если бы, например, четверка бы не смогла тормозиться, а врезался бы, все, Соблюдать дистанцию. Не, ну да. Он подрезал. Правильно делаете. Водитель Hyundai или какая-то машина активно показывает пальцем на меня, на четверочку и кому-то рассказывает, что вот это, понимаешь, бездельники-блогеры. Так и есть, мы это и не скрываем. Сзади мы видим, едет маршрутка, да. Сзади еще микроавтобус. Ну, ребятульчики, так разве можно ездить? Нельзя. Чего не держишь так дистанцию? Я не знаю, вот это самая большая ошибка. Нельзя так делать. Надо прям вплотную ехать. Маршрутчик везет людей, плюет на тех самых людей, потому что ему надо побыстрее. День стихов от Андрея. Почему по обочине ездите? Я не понял. Извините, не услышал. Но вы же с людьми едете, вы нарушаете. Да, а куча людей после вас тратит время свое, потому что вы устраиваетесь потом. На работу скажу за деньгами, а не за того, что... А здесь никто за деньгами не ходит, да, сзади вас? И спереди вас, да? Отдохнувшие, веселые, бодрые. А я по 18 часов за рулем сижу. Это- 600 километров проехал. Скажите, а вот каково это чувствовать себя лучше других? Нет, именно так вы себя и чувствуете. Вот вы плюете на меня, вы плюете на всех остальных и едете так, как вам удобно. В этом смысле. Я поражаюсь. Взрослые люди, умудренные сединой, и вот такую дичь несут. Колян, сейчас что он сказал? Он сказал, что ему, в общем-то, плевать на все. Что он сказал? Он сказал, мне плевать. То есть ему плевать на пассажиров, на ПДД, на уважение к окружающим, на уважение к себе, правильно? Так, там стоит ППС, перестраивайтесь-ка. Пусть они едут, и мы их держать будем. Перед ППСом перестроимся и посмотрим, что они сделают. Давай. Хороший социальный эксперимент сейчас. Впереди стоит машина ППС с мигалочками. И мы сейчас посмотрим, как эти бедрилы, которые готовы оплатить штраф, которые там торопятся, у которых там все такое, и все это есть, как они будут себя вести. Вот мы видим первый. Тот мужик, который 18 часов в день работает, не покладая рук. Идет сюда за деньгами на работу. Как он взял и перестроился? Потому что он очкошник.
Так ему и передайте, те, кто увидит. Или ты сам, если ты увидишь, ты очкошник. Обочинники плохие. Вот курс, как канал у вас? Дрон-гаго. Как? Движение с уважением. Стальные джунгли и дрон-гаго. Спасибо. А как вы думали, появляются новые подписчики? Только так. Только так. Молодец. Мы молодцы. Бедрила едет. Даже сейчас, друзья, когда уже скорость большая, они все равно выходят на обочину. Тут привычка с детства. С молоком матери впитали. Вот они поперли. Внимание! Внимание! Да все, уже не весится, нету. Опасно. Ну ладно. Нет, тут уже все, тут вторая полоса, естественно. Вот так вот, ребятулечки. Едут торопышки. Чувак на Volkswagen что-то хотел, я так и не понял, что он хотел. Какие-то опасные маневры какие-то. Дима сделал. Хорошо, нехорошо, так бывает. Нет, даже пятиполосная сейчас дорога, да? Раз, два, три, четыре. Нет, четырехполосная дорога. Мы здесь понимаем, что... Куда? На заправку на Роснефть едем. Окей. Мы приближаемся к нашему финальной точке нашего маршрута. Заправки Роснефть. Совхоз имени Ленина. Совхоз имени Ленина, родненькой. Прекрасно поддержали Бедрил. Прекрасно. Спасибо Диме. Спасибо его четверочке великолепной. И всей команде движения с уважением. Мы все молодцы. А вы будете молодцы, если сделаете то, что знаете, что нужно делать. Вот, что за маневры. Вошел в кураж, так сказать. Все, не остановить теперь. Мы вот здесь тихонечко встанем, никому не помешаем. А я уже хочу есть. Наездишься тут с вами.